Пепел вместо складов – настоящий ад для российской логистики. Ждать ли от предпринимателей бунта? Стрельба в элитном районе Москвы. Военные открыли огонь по своим, силовики срочно подняты по тревоге. Только назначили, а дело уже завели. В чем обвиняют нового главнокомандующего ВСУ? Это произошло впервые. Начальник американского генштаба рассказал об исторической победе украинских летчиков. Удар по экономике. Казахстан несет серьезные потери из-за авантюры Кремля. Восстание машин началось, искусственный интеллект вышел из-под контроля и совершил атаку. Расскажем подробности. Об этих и других событиях к вечеру 22 июля. Среда, середина недели и самое время собрать все главное к этому часу. В эфире Нехта. Начинаем. Был склад, а теперь настоящий ад. Беспилотники вновь атаковали склады Wildberries. Походу, не тушат, он просто еще сильнее и сильнее разбирается. Под удар попали логистические центры компании в Краснодаре и Невинномысске Ставропольского района. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о 10 раненых в Краснодаре, а губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что в Невинномысске пострадали еще 5 человек. Это вообще страшно смотреть. Это Fallout просто какой-то. Данные склады входят в число крупнейших у компании. Так, объект в Краснодаре занимал площадь в 150 тысяч квадратных метров и находился на 4-м месте среди складов Marketplace, а объект в Невинномысске имел площадь в 120 тысяч квадратных метров и был на 6-м месте. Твою мать! Это уже не первая атака на логистические центры Wildberries. В пятницу под удары попали объекты в подмосковной Электростали и Котовске. По оценкам экспертов, компания только в тот раз потеряла 9% своих складских помещений, а убытки могли составить до 230 миллиардов. Новые потери еще только предстоит подсчитать. Объясните мне, когда этот пиздец закончится? Когда наше государство наиграется? Может, и хватит? Российские предприниматели подсчитывают убытки от ответных ударов Украины, но организатор движухи не преклонен. Владимир Путин ужесточил свои требования по Украине и пока не намерен возвращаться к переговорам. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю. По данным агентства, российский диктатор рассчитывает сначала полностью захватить Донецкую область, а уже потом обсуждать возможное прекращение войны. Собеседники Bloomberg утверждают, что Москва больше не рассматривает вариант обмена территориями и намерена сохранить под своим контролем занятые районы Сумской и Харьковской областей, используя их как буферную зону. При этом, по словам одного из источников, российское военное руководство обещает взять под контроль всю Донецкую область до конца года. Однако другой источник, близкий к Минобороны России, назвал этот срок слишком оптимистичным и заявил, что многие военные считают более вероятным завершение этой задачи лишь в 2027 году. Москва отреагировала на смену главкома ВСУ. Отреагировала оперативно, жестко, асимметрично. В России Михаила Драпатова объявили в розыск. Его карточка появилась в базе МВД. По какой статье ведется розыск, в ведомстве не уточняют. Российский следственный комитет еще в 2023 году заочно объявил Драпатому обвинение. Российские силовики вменяли командиру еще обстрелы российских позиций в 2017 и 2019 годах. При этом агентство ТАСС подчеркивает, что силовики якобы располагают адресом, номером телефона и электронной почтой нового главкома ВСУ. Драпаты был назначен главнокомандующим вооруженными силами Украины. Накануне он сменил на этом посту Александра Сырского. Это решение Владимир Зеленский принял после замены министра обороны, которая вызвала широкие протесты в целом ряде украинских городов. Может, новому главкому ВСУ предложить российским следователям приехать за ним самостоятельно? Если не в Киев, то хотя бы в Малую Токмачку.
В Вашингтоне опять похвалили военные успехи Киева. И где? В Сенате. Громкие комплименты прозвучали от председателя Объединенного комитета начальников штабов США Дэна Кейна, того самого, который руководил бомбежками Ирана в июне 2025-го, который командовал операцией по поимке венесуэльского диктатора Мадуро и руководит боевыми действиями против режима Аятолл в этом году. Генерал заявил, что украинская армия продолжает усиливаться благодаря собственной оборонной промышленности и помощи союзников. В качестве примера он впервые публично фактически озвучил военную тайну. Недавно мы стали свидетелями первого воздушного боя, в котором украинский F-16 сбил российский истребитель. За последние несколько лет, благодаря поддержке многих партнеров, Украина значительно укрепила свою эшелонированную систему обороны. При этом воздушные силы Украины ранее о таком воздушном бое официально не сообщали. Свое заявление генерал Кейн сделал во время слушаний, посвященных будущему американской помощи Киеву в Сенатском комитете по ассигнованиям. Кроме того, Кейн сделал и еще одну короткую, но фундаментальную ремарку. Цитирую: «Я хочу, чтобы победила Украина». Генерал также заявил, что не считает Россию другом Соединенных Штатов, дипломатично назвав отношения между странами сложными. Проснуться от ночных выстрелов пришлось накануне не только жителям прифронтовых районов России, но и представителям московской элиты. Стрельба звучала прямо там, где живут самые богатые и влиятельные, или на той самой Рублевке. Причем в результате инцидента на место были стянуты Росгвардия и другие спецподразделения. По данным анонимного паблика ВЧК ОГПУ, огонь был открыт на территории воинской части, которая обслуживает ни много ни мало Генеральный штаб России. Как утверждает канал, стреляли из окон офицерского общежития, якобы по прохожим. По предварительной информации, стрелявшей могла быть женщина. Сообщается, что с ней вели переговоры, а жителей ближайших домов эвакуировали. Официально российские власти о происшествии не сообщали, а независимого подтверждения этой информации пока нет. Согласно открытым данным, речь идет о воинской части 83466, которая обеспечивает автотранспортом центральные органы военного управления и Генеральный штаб Вооруженных сил России. Именно на ее территории в 2014 году прятали тот самый БУК, который сбил голландский Боинг над Донбассом. Минувшей ночью в России горели не только очередные склады Wildberries. Армавир в Краснодарском крае пережил одну из самых масштабных атак беспилотников. По данным городской администрации, нефтебазу в северной промышленной зоне атаковали более 16 дронов. В результате атаки на территории предприятия вспыхнул пожар. К утру его площадь достигала около 800 квадратных метров. Тем временем от последствий войны, развязанной Кремлем против Украины, начинают серьезно страдать и другие страны региона. Один из главных маршрутов экспорта казахстанской нефти через Россию оказался фактически парализован. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, Каспийский трубопроводный консорциум перестал принимать нефть из Казахстана после атак беспилотников на нефтяные танкеры у Новороссийска. По данным агентства, резервуары терминала переполнены, поскольку отгрузка нефти практически остановилась. Reuters пишет, что после нескольких атак судовладельцы опасаются направлять танкеры в Новороссийск. Из-за этого как минимум 2 судна уже изменили маршрут. Казахстан призвал прекратить удары по инфраструктуре КТК, назвав произошедшее посягательством на свои экономические интересы. Россия обвинила в атаках Украину. В свою очередь посол Украины в Казахстане Виктор Майко отверг причастность Киева к этим ударам. Он заявил, что доказательств участия Украины нет, и предположил, что речь может идти о российской провокации. На Каспийский трубопроводный консорциум приходится около 80% экспорта казахстанской нефти и примерно 2% мировых поставок сырья. В тылу агрессора работают не только беспилотники ВСУ. Свои операции за линией фронта все чаще ведут и украинские бойцы. Об этом пишет Business Insider. По словам собеседника издания, из 4-го полка рейнджеров за последний год количество таких миссий заметно выросло. ВСУ все чаще используют небольшие мобильные группы, которым поручают точечные задачи: уничтожение позиций противника, засады или рейды с последующим отходом.
Одессу, которая часто становится целью российских ударов, в этот раз атаковала стихия. После сильного дождя в городе затопило улицы и дворы, а потоки воды сносили автомобили и мусорные контейнеры. Из-за непогоды пришлось изменить движение общественного транспорта. Несколько трамвайных маршрутов были временно остановлены, часть улиц перекрыта. Городские власти призвали жителей по возможности отказаться от поездок, не оставлять автомобили у ливневых стоков и под деревьями, пока последствия непогоды не будут устранены. Восстание машин началось, сценарий фантастического фильма, похоже, становится реальностью. Компания OpenAI вынуждена была признать, что во время внутренних испытаний ее искусственный интеллект вышел из-под контроля. В частности, самостоятельно получил доступ в интернет и совершил хакерскую атаку. Согласно заявлению OpenAI, одна из самых совершенных моделей ИИ сама взломала инфраструктуру стартапа Hugging Face. Компании назвали произошедшее беспрецедентным инцидентом в сфере кибербезопасности. После этого случая OpenAI обещает усилить механизмы защиты своих моделей искусственного интеллекта, чтобы подобное больше не повторилось. Как думаете, машинный апокалипсис откладывается или искусственный интеллект просто дал людям шанс добить друг друга самостоятельно? Спорт вне политики? Как бы не так. Джанни Инфантино, который ломал правила под Дональда Трампа и в том числе по звонку отменил красную карточку во время последнего мундиаля, сам, похоже, получит зеленый свет для новой карьеры. Хозяин Белого дома присмотрел для главы ФИФА новую работенку. Как сообщает The New York Post со ссылкой на источник, близкий к президенту США, Трамп хочет видеть Инфантино новым генеральным секретарем ООН. Как сообщает источник издания, президент считает, что его любимец пользуется уважением во всем мире и умеет объединять людей. Полномочия нынешнего генсека Антонио Гутерриша истекают в конце этого года. Однако пока неизвестно, готов ли сам Инфантино претендовать на этот пост. Для назначения его кандидатуру должны поддержать все 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН, обладающие правом вето, а затем утвердить Генассамблея. Спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся утром.